Приехав в Нови Сад, любители хайкинга и гор не могут не посетить единственную здесь возвышенность. Я говорю про Фрушка-гору, наивысшая точка которой Цервені-Чот, 539 метров над уровнем моря. Наша задача была не покорить вершину, а увидеть что-нибудь интересное и красивое. Наш выбор пал на озеро Леденцы, но перед этим мы дойдем до развалин крепости, вернее до башни, которая от нее осталась. Въртничка-Кула, так называется башня, находится недалеко от города Въртник. Доезжаем до него на автобусе номер 86, он едет с автостанции. Крепость впервые упоминается в 1315 году. Мало что о ней известно, исследований глубоких и не было. Были только раскопки до Второй мировой войны, были обнаружены стены и ров, предметы эпохи римской тетрархии и императора Проба. Это III век. В средние века Въртник был городом-крепостью на южной линии обороны венгерского государства. У подножья города проводились большие средневековые ярмарки. В XVI веке с приходом турков город был заброшен. Они продали камни от стен и построек, так что осталась только башня высотой 18 метров. Дух там наверху реально захватывает. А мы двигаемся дальше. Идем по лесу. Сегодня 1 мая и, удивительно, но сербы, как и мы, в этот день отправляются на шашлыки. То есть рожти. В лесу огромное количество народу, рядами стоят машины, и не отходя от них далеко, дымят угли. Играет музыка, можно встретить национальных музыкантов с барабаном и трубой. Мы решили разведать тропу к озеру. По карте кажется, что она ведет прямо к воде, но нет. Преодолев крутой спуск на 100 метров над уровнем моря, мы пришли к крутому обрыву. К воде мы не вышли. Это просто обзорное, Видиковац. А озеро со всех сторон окружено отвесными скалами. Немного погрустили, так как ожидания не оправдались, решили перекусить и обдумать, как быть дальше. Пожалуй, на сытый желудок думается веселее. Решаем обогнуть озеро и попробовать дойти до косы насыпи, там видна машина и люди. Это единственное место, откуда можно подойти к воде. Но сначала преодолеваем крутой подъем. После дождя, кстати, там, думаю, вообще невозможно пройти. Немного информации, откуда это странное на вид озеро. Изначально здесь была каменоломня под названием Сребро. В 1999 году начались печальные события, и на страну летели бомбы НАТО. Одна из таких бомб упала сюда и повредила насосы, которые качали воду из карьера. Подземные воды и вода из 2 рек образовали здесь озеро. Озеро в форме баба с отвесными скалами, длина его 400 метров, самая большая ширина 100 метров, средняя глубина 15 метров, максимальная 50. Было много дискуссий по поводу того, что делать с озером. В итоге его решили сохранить, и даже с 2001 по 2006 год здесь было место для отдыха до ужасного случая, когда из-за отхода части скалы несколько пловцов получили ранения, после чего подход к озеру был закрыт. Озеро было осушено и восстановились работы по добыче камня. Так продолжалось примерно 8-10 лет. А сейчас стараниями общественников, если верить информации в интернете, принято решение вновь организовать место для рекреации, зоны для пикника, пляжем и другими развлечениями. Но пока ничего из этого мы не увидели. Когда мы попытались подойти к озеру, к
нам подошел охранник и сказал, что это частная территория и проход закрыт. Хотя мы и видели людей сверху, но не стали с ним спорить. Жалко, что не удалось помочить ноги. Пишут, вода в нем кристально чистая и прозрачная. Возможно, остается только верить. А цвет невероятный, это факт. Обратно возвращаемся до Змаевац, оттуда будет автобус. Всем спасибо за просмотр. Подарите нам улыбку в комментариях, если вам понравилось. До следующего эпизода. Пока-пока.